Как тот 4К несложно в цифре 4 увидеть букву А. И не надо придумывать разных фор. Импортозамещение, знаете ли. А почему импорт? Ну, чего замещать-то? Арабскую цифру 4 на букву А. Зачем? Я привык в цифре 4 видеть 4. В букве А буква А. А что, чем вам А-то не нравится? Почему бы ее не использовать вместо 4? Ну да ладно, ваше дело. Про молчание. Художники чаще молчат, когда творят. И зритель, конечно, скорее всего, тоже. Ну уж, конечно, да, зритель. Ну ладно, если оба понимают молчание друг друга, получается принятие работы. Все же видно слова лишние. Что думаете? Если бы люди молчали, то есть если бы не думали, да, это же все время разговор это продуцирует мозг, они бы вынуждены были любить, сердце больше бы работало, чем ум. И не было бы того, что есть. Ну, я имею в виду всяческих ужасов. Поэтому даже если человек стоит у картины молча, это не значит, что у него в мозгу не происходит буря согласия, несогласия, сомнений, переживаний, раздражений и так далее. Но в любом случае это лучше, чем трындеть все время. Чем человек меньше говорит, тем он меньше глупостей делает. Люди все время говорят. Все время, бесконечно. Я заметил, что чем меньше человек говорит, тем значительнее его слова. То есть буквально в нескольких словах он может выразить то, что человек не может днями разговаривая выразить. Собственно, все страдания исходят из-за того, что люди друг друга не понимают. Ну, хорошо, давайте спросим себя, вот есть ли хотя бы один человек в мире, с кем вы знакомы, кто вас понимает, понял когда-нибудь хотя бы то, что вы хотели сказать? На том конце провода, ну, у слушающего человека, своя картина мира. И происходит всегда искажение. Что бы вы ни сказали, там не так воспримется. Мысль изреченная есть ложь, да? Про молчание художники чаще молчат, когда творят. Ну да, нельзя же говорить все время что-то про борщ, про котлеты и писать Сикстинскую капеллу. В этот момент происходит некое одухотворение такое. И ум замолкает, когда ты в потоке творчества находишься. Ему, уму, ни до чего, потому что включено все существо. Ну, сердце там больше трепещет, чем мозги колышутся на ветру. Да, если зритель на этой же волне такого трепета, то может произойти синергия, такой резонанс. И вы будете колебаться в одной частоте. Елена Пухирева. Одно могу отметить, может, ошибаюсь, ранние работы Фешина в основном в сдержанной цветовой гамме. А на выставке, ну это в Питере сейчас выставка Фешина идет, и Эрзи Степана, скульптора. А на выставке были в основном они, в Академии художеств Репина. Если кто-то хочет поехать, я поеду скоро. Так вот, они написаны в годы до эмиграции, да, на выставке. В зрелом возрасте появилась яркость красок и, конечно, заметен еще более высокий рост как художника. Однако эти зрелые работы находятся не в России. Так ведь? Ну, да. В общем, вообще выставка понравилась еще и тем, что было много описательного материала. Воспоминания сокурсников, коллег, биография. У меня есть книжечка, такая монография, какого-то там 60 или какого-то 70 далекого года, небольшая. Написано просто Николай Фешин, Н. Фешин, беленькая такая. И там письма собраны как раз вот его, кстати, своим друзьям и близким людям Фешина. И о нем высказываются его студенты, кого он учил, знакомые.
Но там она очень интересная. Так что я думаю, тексты эти использовались из этой книжечки в том числе. Я согласен, Лена. Фешин не раз говорил, что сдержанная палитра очень помогает развивать тон, и поэтому у Капустницы написано, посмотрите, как сдержанно. И я согласен, весь такой российский период был довольно-таки в сдержанных тонах, зато развилось очень глубокое видение тона. Ну, а потом Таус, Калифорния. Это же вообще тепло всегда. Горы, яркие краски, яркие лица, персонажи. Способствовало, конечно, более ярким цветам. Посмотрите на художников, я не знаю, там, где солнца много. Сарьян, например. Это очень яркая живопись всегда. Так что давайте ездить в теплые страны, открывать яркость цвета. Пишет Бурцев Павел. Подскажите, дать совет, как найти своего покупателя. Именно покупателя, потому что если в ближайшее время не научусь зарабатывать на живопись, то вынужден буду забросить. Другая работа не позволит. Но писать хочется, но по 2 часа перед сном, да, при искусственном освещении рисуется плохо. Например, цвета не чувствуются так. Использовали ли вы в свое время какую-то дополнительную рекламу в соцсетях? Может, таргетированную какую-то настроить? Ну, можно настроить. Потратить деньги и обратиться к профессиональным маркетологам, которые продвинут посты. Я не знаю, Павел, насчет маркетологов. Мне кажется, ваше собственное участие на различных торговых площадках интернет и в галереях, и в выставках должны дать положительные результаты, если вы нацелены на качественную живопись и на ту, которая отличает вас от других. Конкуренция большая, институты, академии, в общем-то, плодят художников, которые похожи друг на друга по стилю. Лишь единицы, на мой взгляд, вылетают из этой обоймы, которая строчит как пулемет, это одинаково, все, похоже друг на друга произведения. А тут вот важно потратить какое-то время и найти какую-то изюминку, когда ты будешь отличаться в работах от других художников. Поэтому лучше забросить живопись, если не хотите рискнуть, если нет возможности. Помню, я уже рассказывал как-то Бато, у которого большие цены на работы, давно уже появились большие. Он почувствовал, видимо, себя уникальным и поднял цены. Сначала были как у всех. И он сказал, что так, 8 лет от него отказались все галереи, все коллекционеры, покупатели. 8 лет ничего не покупалось вообще. То есть это штука для сильных. А он, зная цену себе, сохранял цены на работы, ожидая, что рано или поздно это, покупатели появятся. Но надо отдать ему должное в его силе. И он выставлялся все время. И, я не знаю, по всей России выставки были. А это накладно перевозить работу, я не знаю, куда-нибудь, в какой-нибудь, в Иркутск. И все время это все крутилось с нулевым результатом. Так что это для сильных. Лучше забросить и делать что-нибудь другое. Если почувствуете в какой-то момент, что не можете не писать, пишите просто в качество. Пусть это будет пока в стол, я не знаю, можно и выставляться, но главное ориентация, чтобы каждая работа была качественной. И рано или поздно вас заметят, потому что галерейщики, им нужна молодая кровь, они все время мониторят рынок. Выставки, они смотрят на выставках, кто, что называется, вырвался вперед. И они его под белые рученьки предлагают сотрудничество. Так что я бы так поступил. Как? То есть, если есть силы, выставляться, постить себя в сетях и ждать. Если у кого-то есть другой опыт, давайте Бурцеву Павлу посоветуем и поможем, как найти покупателя своего.
Друзья, про отметку в журнале не забывайте, пожалуйста. Это важно для развития канала. Задавайте вопросы, комментируйте. И предлагаю вам посмотреть еще одно кино «Натюрморт с розой и фруктами». Ну, пока.